Таня, привет! Маша, привет! Привет, Саня! Какой нахуй биф. Я даже с ошибкой написал. Дора, привет! Давненько вас не видела всех. Рада, что вы пришли. Не забыли старушку? Маша, Привет, привет! привет! Смотрите, какая я красивая сегодня. Я надела ободок и накрасила губы. А еще в наушниках. Впервые за 100 лет я решила посидеть на стриме в наушниках, чтобы звук с колонок не дублировался в мой микрофон. У меня еще тут умоподавление происходит, и я себя очень глухо слышу. Перенесла ком в другое место. Да, у нас, короче, произошла перестановка, потому что Ваня купил телевизор. Вот. Какая звездочка, ой, спасибо. А еще у меня вот такая классная футболка, я вам сейчас ее покажу. Сейчас. Мне ее друг подарил. Соскуфился Иван, будет выступление президента смотреть по телеку. Ну, мы там смотрим YouTube, кинчики всякие. Вот. И у нас произошла перестановка в комнате. И теперь все так более-менее зонировано. Теперь напротив телека... Ой, напротив дивана не комп, а телек. А комп стоит к стенке, вот, получается. И как бы как будто бы ты в другой комнате сидишь. Вот. Рассказывайте, как у вас дела. Таня, давно тебя не видела. Приставили к стенке, понятно. Я не совсем понимаю, как эти позорные ободки носить. Я их вообще Ване купила, а он что-то их не носит. Давайте я так сидеть буду. Вот. Ну и последние несколько дней я не вылажу из-за компа, потому что мне теперь дают сидеть за компиком. А Ваня все свободное вечернее время за телеком проводит. Сижу, пержу, жду, когда государство из меня киборга сделает. Вот 29 числа пойду общаться по поводу данного мероприятия. О, так совсем скоро. Кстати, насчет киборга, я сейчас последние несколько недель активно задрочу в RimWorld. И у меня там идеология такая, что всякие модернизации с телом одобряются и нужны. И вот у меня там у некоторых бионические глаза стоят, какие-нибудь архиноги, от чего они там быстрее бегают и все такое. А зрение у них еще лучше, потому что они могут лучше прицеливаться, короче, вот такая тема. Саня, ты бы очень хорошо подошел в ту идеологию. Переименуй там однорукого в мою честь. Гойдослав, чародей тут. Привет, Сёма. Переименуй. Ну, там однорукого... А нет, кстати, он есть. Его там имя Брио. И это я его не придумывала, он такой был. Вот. Он у меня фермер-садовод. Как дела? Да пойдет, наверное. И мне модная футболочка. Я ее только что показывала, но тоже еще раз покажу.
Вот. Я обожаю эту команду теперь. Вот решил Секиро пройти, это Анус Боль. О, Секиро моя любимая игра. Я ее так и не допрошла, но она мне очень нравится. Все до вторжения в самом конце игры мне нравилось, а конец игры не нравится, потому что я не могу ее пройти. Вот. Ну, у меня наушники, они хоть и заряжены, но я думаю, до конца стрима их не хватит, потому что макаки победили. Потому что сама вот эта коробочка, в ней 20% зарядки, а в наушниках какой-то 95, какой-то 85. Так что посмотрим. Но я еще ни разу в этих своих наушниках не сидела на стриме. Так, нет, это не та. Вот это вот. Макаки победили. Да блин, макаки, это еще знаешь, это еще как будто бы цветочки, потому что потом там начинаются демон ненависти, это вообще пиздец. Я его так и победить не смогла. Потом еще идет босс последний, этот Асин, это, ой, Исин точнее. Это тоже вообще еще больше пиздец. Дай совет новичку в Секиро, я только вчера начал, не надо простых советов по типу трайхардить до победного, я это и так знаю. Ну, короче, секрет выигрышной позиции в Секиро — это парирование. Когда у тебя, ну, в общем, в один тайминг ты нажимаешь правую кнопку мыши, и у тебя там отскакивает меч с ярким этим свечением. Там в стартовой локации есть бессмертный чел, на котором можно потратить новые навыки. Вот. Можно парирование траить, микири обязательно вкачай. Микири. Там это самая какая-то чуть ли не первая способность за очки. Вот. Потому что микири — это, короче, когда кто-то вот так вот такой выпад делает, ты shift нажимаешь, и ты, короче, тапком вот так вот пришибаешь этот меч или копье, и у чела концентрация улетает. Вот. Еще протезы можно прокачивать. Из всех протезов я часто использовала петарды. Вот. Что еще я использовала? Щит. И вот. С геймпада? Ну, значит, какую-то кнопку там геймпадовую. Я пыталась играть с геймпада в Секиро, у меня не изошло. Надо было с самого начала так начинать. Большой урон позволяет скипать механики боссов, есть смысл упарываться в ДПС. Ну, в Секиро ты особо урон не разгонишь, потому что у Маша, тебя за всю игру одна привет. единственная пушка. Привет, Андрей! Ну, короче, почти от всех противников очень помогает парирование. Ты, короче, вот придрочись к этим таймингам, и вообще все можешь всех сможешь шотать. Как жизнь пойдет у тебя? Не разгонишь там расходников миллион на урон. Ну, конфеты есть, да, но некоторые конфеты очень высоко бустят урон, но режут здоровье. Либо там, короче, смотря какой подход нужен к противнику. Где-то ты можешь уроном его задоджить, затанковать, где-то ты сможешь большим блокированием, парированием его убить и все такое.
Ты еще не беременна? Нет. Нет. Я тут в новой футболке ауфной. У меня тут написано, как сказал мой дед, я твой дед. Вот. Очень помогает стелс, кстати, старайся сначала скрытно убивать. Это тоже, кстати, тема. Блин, аж в Секиро захотелось поиграть. Но продолжать что-то я не хочу. Прекрасный коллажик. Я считаю, это вот так. Упал, вставай, встал, упай, чё копай. Не буди, не добуди, добудай. Это моя любимая фраза тоже. Дед суп не доел, поэтому и на цепь посадил. Я, по сути, вообще не продвинулся по игре. Убил какого-то элитного рыцаря и дошел до голого деда на цепи. А, это великан. Ну, я на великане очень долго траила, но потом, когда уже начать играть, и, ну, там, новую игру начинаешь, например, уже поиграв, то его, в принципе, легко можно задоджить. Уклоняться еще не забывай. Так сказать, просто уклоняйся и не получай урона. Так. Ой, у меня видно мой прысч. Ладно. Кстати, поиграли уже в реку с поднятием трупов? Нет. Я очень долго проходила свое прохождение за эту аргонианскую деву. Я еще потом начала играть, уже без стримов. Хотела пройти до момента, как прилетаешь в Скулдафон и ну, или там в Забытой долине, или где там эти два дракона по DLC с вампирами. Но что-то я заебалась, и все, я больше не играла. Вот, и плюс ко всему, там уже новый патч вышел, который Ваня скачал, а тот, где поднятие повелителей, но он сказал, что смысла нет, там нужно где-то ну, в файлах игры, короче, подправить максимальный уровень 99/100 и все. Когда RFAP НД, наверное, никогда. Ну, в ближайшие несколько лет я точно не буду. А в RFAP я играла недавно. Ты как раз все эти стримы мои по RFAP пропустил. Напомни, где там бессмертный? Бля, стартовая локация, где, короче, дед и Эмма. Дед, который тебе протезы чинит. Вот. Там пошароёбиться, если, то отдельный закуток с небольшой такой полянкой. И там мужик стоит, который такой: «О, привет, убьешь меня?» И ты такой убиваешь его, он потом встает и такой: «Блин, не получилось, и давай я тогда буду тебя тренировать». Вот. Когда Маша перейдет на транквилизаторы, чтоб сердечко не шалило. Уже. Ну все, тогда стартуем НД. Саня, блядь. Как говорится, вали его на бок, ломай ему хуй, я сейчас тебе руку сломаю, повалив на бок. В угол посадили. Привет, Ваня. Саня, блядь. Ща. Так. Я надеюсь, игра запустится.
Я бы ей еще интернет отключил. Какой ты добрый, Саня. Сразу видно, меня любит моя аудитория. Ой. Подожди. Блять, я не то запустила. Маша, зачем ты намасянила? Пиздей. Диспетчер задач. Да блять тебя. Все пиздей. Вот это я намасянила, конечно. Я не ту версию запустила. Ладно, фух, не пришлось перезагружать. Маша, Стрим. зачем ты намасянила? Маша, Кстати, я в Секиро смерть вообще зачем не ты воспринимаю, типа буквально намасянила? никаких чувств нет. Не в Dark Souls я за каждую копейку трясся, а тут 0 эмоций. До поры до времени. Старый стал, нет, только не старости. Как в эту готику запустить? А, всё, вот она. Где? Вот она. Я не ту готику запустила, я запустила старую, которая у меня нахуй не захватывалась в этом. Так. Oh my god! Wow! Спасибо, Андрей! Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас звук создам. А где? Во. Все. Так приятно, спасибо, Андрей. Бля, у меня наушники вываливаются. Вот знаете, как бы я не чистила уши ватными палочками, у меня все равно эти наушники выскальзывают из ушей. Я не понимаю, мне что сделать надо. Ля-ля-ля. Блять. Во. Угу. А что я делала? А, бля. В натуре не видно. Сори. Ща. А как? Бля, ее растянуло, капец. Маша, зачем ты намасянила? Во. Я так тебя давно знаю, грех не поддержать. Спасибо. Это так миленько и так приятненько. Это я после того, как Барби захватывала, у меня, короче, она в шакальном Мяу. размере была, и пришлось ее вот так вот растягивать. Вот. Ой, у меня аж кости захрустели. Блин, тут особо не порастягиваешься, не поразминаешься, тут места в углу в этом нет.
Меня буквально в угол поставили. Все, я размялась, можно сказать. Так, а что я тут делала-то? А где я живу? Знаете, что самое печальное в этой всей истории? Это то, что на стриме сейчас нету подсказывательщиков. Блять, у меня же еще записи были. Я ж все записывала еще. О, это что? А, это рецепт на колесике. А книжечка вот с этим, с Леви. Играла в игры про строительство заводов. В RimWorld разве что. Так, где я этих записывала всех? Книжечку, как ежик. Во. Рецепт на колесике, интересно. Ну да, я же сейчас таблетошная. Давайте поспим до утра, чтобы видеть что-то на улице. Я очень надеюсь, что сраного дождя здесь не будет. Где там я живу-то? Вот тут, да? Спать до утра. Встать. Что за колесики вкусные? Слава богу, не горькие, не кислые. Сейчас я пью дипокин, а до этого пила флуоксетин. Вот. Тиакс. А по заданиям-то чё? Пьем таблетки, никакого негатива, все верно. Сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Пока меня не впутали. Что-то не то в этой истории. Давайте подойдем к Диего и спросим, что мне надо сделать. При себе. Пока Мне меня не не... обязательно знать об этом. О, Если ты думаешь, поговорим о чем-нибудь еще. Что-то не так в этой спасибо. Поговорим о чем-нибудь еще. Это точно не моя проблема. Главный вопрос готики, как покакать и не обосрать. Всякую трепотню. Думаю, это выяснить. Хоть моему другу не пиши, Андрею, который ждет от меня прохождения готики, чтобы точно спрашивать у него, что не надо делать. Я думал, это выяснили Во, еще Маша позже. принимает пилюли от сердечка, значит, можно РФ спуск. Пожалейте. Каждый раз одна и та Я не хочу в это ввязываться. Давайте я реально Андрею напишу. Так, стоп. О! Держись. Блять, он мне написал, что ему как раз ехать надо. Попадаешь в неприятность. Пиздец. Были времена, когда все Если было ты думаешь- совсем по-другому. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Ты не должен верить всему. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. О! Здравствуй, Арачочус. Если ты думаешь, Больше этого не случится. Ты не должен верить всему. Так, все, уйди. некоторых людей Что-то не ничего то не в учат. этой истории. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Я не хочу в это ввязываться. Не хотел бы я оказаться на его месте. Некоторых людей ничего не учат. Будем опять нещадно тупить в этой готике. Эй, ты! Это было не слишком умно. Загадка. Животное из семейства волчьих, у которого явные проблемы с осанкой. Собака сутулая. Что говорят обо мне в лагере? Времена, когда Ну, я поговорил с несколькими людьми. И?
Скатти сказал, что он хочет посмотреть, сможешь ли ты потягаться с Кирго. Но ему понравилось то, что ты не побоялся драться с Харимом. Пусть даже ты и проиграл. Уистлер рассказал мне о Фиске. Знаешь, на твоем месте я бы забрал руду и смотался. Но как бы то ни было, теперь он о тебе очень высокого мнения. Слай рассказал мне, что ты нашел Нека. Похоже, он тобой доволен. Фингерст рассказал мне, что ты уже кое-чему научился. Но он считает, что тебе еще нужно оттачивать свои навыки. В итоге, можно сказать, не так уж плохо для новичка. Буквально всех по бумажке прочитала, о ком он говорит, потому что я никого не помню. А ты можешь меня чему-нибудь научить? Да, я могу показать тебе, как увеличить силу или повысить ловкость. Я думал, это выяснили еще очень давно. Держись. Лучше ни во что не встревать горячо. Видишь? Ты стал намного сильнее. Теперь ты будешь точнее стрелять из лука и арбалета. Возвращайся Чё, скорее. Тебе куда еще я, нужно жмав? предстоит научиться. Я думала, это не работает. Береги себя. Ты не должен верить всему. Бля! А было сколько? Больше этого не случится. Люди всегда болтают. Я не хочу в это ввязываться. И что делать? Возможно, я смогу быть чем-то полезен тебе. Нет. То, чем занимаемся мы, стражники, тебе немного не по плечу, малыш. И лучше выполняй задания своего покровителя. Да какие задания-то, я не понимаю. Эй, ты! Я забыла, что значит готика. Похоже, назревает проблема. Береги себя. Береги себя. Мяв, иди ко мне. Иди сюда. Иди ко мне. О, смотрите. Смотрите, со мной сидит кися. Так, не показывай тут, не Это точно показывай. не моя проблема. Опусти. Оказаться на его месте. Вот она со мной сидит. Главное, вредина пришла. Вот она, кыска моя, кыска. Со мной рядышком на стульчике сидит. Если ты думаешь... Чё? Вот. Козявочка. Мяу. Да опять что ли растяжка? Я сейчас встану и ее прогоню, испугаю. Тут очень места мало. О, все хрустит. Похоже, назревает Были проблема. времена, все было совсем по-другому. Это было не слишком умно. Веришь кому-то? Кысочка. Не хочу в это ввязываться. Береги себя, кстати, береги себя. Я это сообщение прочитала про себя. Не хочу в это ввязываться. Блять, какие они все пиздливые, вот прям до невозможности. Послал меня в старую шахту. А, это ж там какой-то пиздец. А где карта-то эта? Я ее покупала. А, вот документы, карты. Что? Где она у меня? Или я ее, блядь, сложила в свой сундук? Ложись, кошечка моя. Были времена, когда все было совсем по-другому.
Некоторых людей Лучше ни на что не думал, это выяснили еще очень давно. Я думал, это выяснили еще очень давно. Похоже, Некоторых назревает людей проблема. ничего не учат. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Некоторых людей ничего не учат. Может быть. Больше этого не случится. Люди Так. всегда болтают. Я вроде что-то сюда складывала. Вот оно. Лучше ни Нет. на что не Больше этого не натыкаться. Вот. Веришь кому-то, и в результате А, попадаешь еще в мечей у неприятности. меня Я больше нету. не слушаю всякую трепотню. Были времена, когда все Старый, было совсем ржавый, Верить всему. Ты кирка. должен следить за тем, Что-то что не то говоришь в этой людям. истории. Ты не должен верить всему. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Люди всегда болтают. Я не хочу в это ввязываться. Были времена, когда все было совсем Веришь по-другому. кому-то, и в результате попадаешь Похоже, в назревает неприятности. Держись, проблема. так всегда и было. Лучше ни на что не Давай поговорим о натыкаться. чем-нибудь еще. Ты должен следить за тем, что говоришь Я людям. думал, это Блять, надо было силу прокачать. Ты должен следить за тем, что говоришь Я людям. больше А у не меня слушаю её- всякую трепотню, Скорее всего, ты прав. пока меня не впутали. Блять, а я еще смогу 9 навыков прокачать? Я реально думала же, что я тыкаю и ничего не происходит, потому что уведомления никакого не было. Типа, прокачано столько-то силы. Капец. Взяла 17 навыков в какую-то сраную ловкость вкачала, причем у меня даже этого лука никакого нету. Ложись, Сафочка. Сафочка, ложись. Эй, ты! Выяснили еще очень давно. А ты можешь меня чему-нибудь научить? Да, я могу показать тебе, как увеличить силу или повысить ловкость. Что-то не так в этой истории. Раз. Еще 4. Раз, два, три, 4. Видишь? Ты стал намного сильнее. Возвращайся скорее. Тебе еще многому предстоит научиться. Тяжело. Береги себя. Вот. Здорово, красотка. Привет, Ал. Привет. У меня тут кошечка еще сидит. Тоже красоточная. И не хочет ложиться, потому что я ее не глажу. А когда я ее сейчас погладила, она сразу облизываться начала. Блин, если честно, так непривычно. Давайте я, кстати, умоподавление выключу. А лучше-то я себя слышать буду? Бля, как будто нет. Как будто точно так же. Я точно так же себя плохо слышу. Боже, ложись. Я думал, это выяснили еще очень давно. Ты должен следить за Как дела, Ал? Мы тут тупим. Максимально. Кул. Ну и отлично. Я рада. Убери это, теперь ты точно получишь. Блять. Еще один раз, и ты пожалеешь. Короче, туда вообще вариант. Ходить отпадает. Ну и чё, вот старая шахта, да? Инвентарь. Прочесть. Я вот здесь. И мне типа сюда надо. Но мне говорили, там пиздец. Не прошло часа, как Маша огребла дубинкой. Подумаешь. Бля, вам игру-то нормально слышно? Будто бы нет. Я погромче сделала. Давайте попробуем к старой шахте прийти. А в какую сейчас сторону?
Прямо. Ну тут я уже как-то проходила. Тут был волк, с которым мы долго дрались. Бля, вот это вот чисто деревенские комары. Как будто мы на аэродроме каком-то находимся. Так, и что тут дальше? Вроде еще прямо идти, да? Прямо и чуть направо. Вот туда. Как будто самолет пролетел. Так ну. А это просто деревенские комары. Что ты у меня, зая? Сидишь. Что это за место? О, пойдем туда сходим. На нахуй. Драться буду. Давайте с высоты посмотрим, что тут есть. Ага, целая нихуя. Еще так залазит долго и слазит. Ну, я, если честно, хуй знает, как бы, что это за место. Но это как будто та самая старая шахта. Я подумала, что это заброшенный лагерь. Это чел стоит фиолетовенький вот там вот. Под кулаком. Или это какая-то... А, это руда. Лебедка. Нахуя? Это что такое? Бля, как он смешно это делает. Подождем. Как дела? Гномы из Белоснежки. Беланик. Он что, реально так сейчас до ночи будет одну эту породу добывать? Месторождение вот это. Подождем твою... Ой, я недавно такое печенье вкусное ела. Называлось Мария в глазури. Буквально занималась каннибализмом. Почти за раз всю пачку слопала. Очень вкусная. От Любятова. Еще у меня сейчас есть печенье. Тоже от Любятова. Что там написано? Домашнее с тающим шоколадом. Но я его не очень советую, потому что оно какое-то соленое. Несмотря на то, что в нем кусочки шоколада.
оно на вкус все равно какой-то солью отдает. Я не знаю, зачем так сделано, что сладкое печенье отдает соленым. Начала есть с ног или с головы. А оно там вот в такого вида, как просто круглые штучки, и там их несколько. Я по чуть-чуть ела, там нету головы или ног. Я не солю это. У них есть шоколадное в форме сердечка, вкусное. О, это мое тоже одно из любимых печеньев. Бля, чел, ты вот реально, ты вот сколько ты долбить это собираешься? Мне кажется, что мы что-то не так делаем. А оно как бы, ну, типа, в кармашках? Я не могу посмотреть. Он буквально... Так. А нихуя не поменялось, как бы. Чел. Вот так и помер дед Максим, ковыряя руду. Я сегодня ел на обед торт Наполеон. О, это уважаемо. Это завидно. Я куда-то пришла. Шо? Здрасте. Что ты можешь сказать о шахте? Ну, сейчас мы с тобой находимся в главной шахте. Вниз уходит целая система платформ. Руду добывают повсюду. Но следует остерегаться ползунов. Их здесь тоже хватает. Внизу у нас находится плавильня. Часть руды мы переплавляем здесь же для собственных нужд. Расскажи мне об этом поподробнее. Если хочешь узнать больше, отправляйся к Вайперу. Он плавильщик. Или поговори с Яном. Он здесь главный. Он заправляет всем в шахте. Так, ну к Яне мне надо. Где я могу найти Яна? Ты найдешь его в центре главной шахты. Рядом со складом. Да, вот еще что. Ты ведь знаком с Торусом, так? Забудь о нем. Кто Здесь командует только один человек. И это Ян. Он у нас главный. Если поссоришься с ним, поссоришься со всеми нами. Усек? Увидимся. Кристально чисто понято. Блять, челы попали во временную петлю, в ловушку. Они никогда не выберутся отсюда. Я вам соболезную. Я сама чуть не попала в эту ловушку. Сантино. Страж. Голый мужик какой-то. Блять, это какая-то локация Dark Souls 2
С какой-то бездной или что-то там. Чумной ли город был, я не помню. Там тоже какие-то все вот в этих... Как их? Алло. Как дела? У меня Старая есть для тебя шлюха работенка. родила. Если ты отвлечешь Арона от сундука, я дам тебе 10 кусков руды. Увидимся. Да, конечно. Ебать, даже не спросили, хочу ли я это выполнять. Чем ты занимаешься? Слежу за тем, чтобы рудокопы вроде Снайпса держались подальше от моего сундука. Меня прислал Ян. Ты должен отправиться к нему немедленно. Что ему нужно? Понятия не имею. Наверное, он сам тебе скажет. Не думаешь же ты, что Ян будет делиться со мной своими планами? Ладно, тогда я пойду к нему. Хочешь, конечно, что тебе еще делать? Ты должен мне 10 кусков. Вот, ты заслужил их. Да, и вот еще что. У меня есть ключ от его сундука. Для тебя всего за 30 кусков. Увидимся. Да, конечно. Да я сама открою, блядь. Ах, сука! Ладно. Я куплю нахуй и посмотрю, что там. Если там хуйня, я блядь, покупаю перезагружусь. Хорошая сделка. Одно только меня смущает. Что с этого получаешь ты? Всегда приятно надуть стражников. А если они найдут у меня свое барахло, я покойник. Увидимся. Да, конечно. Крокобизнес. Ух ты! Одобрение. Нормально. А где Ян? В натуре окупилась. Блять, вот надо было записывать, что говорил тот мужик. Где Ян находится. Я сначала помнила и такая, ну я запомню, записывать не стоит. И через 3 секунды в конце разговора я уже сразу забыла, где этот мужик. Пожалуйста, будь Яном. Бредик. Эй, ты! Найс, поговорили. Алев. Эй, ты! Да, бля, сиди, не вставай. Нихуя у тебя башмаки большие. Стражником меня никогда не поймать. О чем это ты? Я начинаю работать только когда стражники поблизости, а в остальное время просто болтаюсь без дела. И они ничего не подозревают? Подозревают, конечно, ведь я добываю куда меньше руды, чем остальные. Ее всегда не хватает, так что
мне приходится вести обмен. Если умеешь слушать, можно узнать много всего полезного. Вот, например, ты. У тебя есть с собой руда? Скажем, 10 кусков. Нахуй, я не буду их тебе давать. Удачи. Ну, ты знаешь, где меня найти. Тум-тум-тум-тум. Чем думаешь, что хакнул жизнь? Буквально я в Минстрое. Усиленно изображала вид бурной деятельности. По факту сидела вот так, телефон перед монитором снизу положила и смотрела видики. И вот с той стороны сидели зам и ее начальница. Точнее, начальница, она прямо напротив меня сидела. У нас мониторы друг к другу стояли, и мы как бы с ней лицом к лицу. Но моник большой и не видно, особенно если вот так присесть. А с той стороны вот тут сидела зам. И она не видит, что я что-то на телефоне смотрю, и начальница не видит. А я как бы один наушник-то сняла, который как бы вот там. Да и плюс я бы могла и в двух сидеть, но как бы надо же слышать, если вдруг ко мне обратятся. Вот. И плюс как бы за волосами вот так вообще не видно. Ну вот только если вот так. Вот. Маша думает, что хакнула работу. Ну, я, конечно, что-то работала, но просто фоном смотрела какого-нибудь приятного Ильдара с обзором на мужское и женское и с кайфом. Было не так сильно невыносимо находиться там. Так а куда еще-то идти? У тебя есть что-нибудь на продажу? У меня есть все, что тебе нужно. То, чего у меня нет, тебе все равно не пригодится. Умом. Вода. Увидимся. Да пробудется спящий. Ой, что-то я уже опять задушилась. Чего следует остерегаться в шахтах? В основном ползунов. Это опасные Так а твари. где Ян-то? Можно Из-за еще них раз нам даже спросить? пришлось оставить несколько пещер. К тому же они сожрали нескольких рудокопов. Расскажи мне о ползунах. Ах, у меня так пересохло во рту. Неси пиво, и я расскажу тебе о ползунах. Вот, выпей за мое здоровье. Спасибо. Ну, ползуны живут большими стаями, в основном в боковых пещерах. Они еще ни разу не нападали на нас здесь, в главной шахте. Если увидишь одного из них, беги или прижмись к стене. Так у тебя будет шанс Всё в спастись. натуре. Хоть Увидимся. стрим перематывай, блядь. Увидимся. Вот там еще лестница есть. Мне в натуре спать захотелось. Спим под звуки копания.
А там мы были? Да, это туда... Угу. Вот там мы не были. Там гига кусок руды. Блять, нахуй чумной город в DS1 просто. Тоже куча лестниц. Темно, ничего не видно. И непонятно, куда идти. Ну там-то чуть-чуть понятно. Там просто вниз. Ульберт, ты кто? Вот мне вообще нахуй не интересно, что тут хранится. Вот честно, даже, знаете, пиздеть с сайт NPC-шками вообще ноль желания. Чё тебе надо? Новенький. Пробовал когда-нибудь добывать Да, я там руду, застряла, нахуй. Ты здесь давно? парень? Я здесь уже почти 10 лет. 10 Поверь мне, веков. За эти годы я много понял и многому научился. Мгм. На мою долю выпали тяжкие испытания, но, как видишь, я уцелел. Давным-давно мы работали на заброшенной шахте. Теперь она опять пустует. Балки наверняка уже обрушились. Но это всего лишь стариковская болтовня. Ой, Желаю удачи. Тебе тоже, Попутного мой мальчик, ветра. тебе тоже. будьте Яном кто-нибудь. Эй, ты! Еще раз попытаешься выставить меня дураком, и ты покойник, понял? Да ладно, чё ты? Это свершилось. Саня. Блять, у меня аж опять наушник выпал. Меня прислал Диего. Я должен забрать список. Хорошо, вот тебе список. Скажи им, чтоб поторопились с доставкой. Ты ведь Ян, начальник шахты. Да, я Ян. Я И это Ян. моя шахта, так что ничего здесь не трогай и ничего не сломай. Разве эта шахта принадлежит не Гомезу? Да, конечно. Это шахта старого лагеря. Но здесь есть только один босс, и это я. Очень похуй. К сожалению, мужики, мне очень похуй. Знали бы вы... Ебать, там глубоко. И, пожалуй, я туда не буду спускаться. Я заебусь оттуда подниматься. Лифтов они, к сожалению, еще не придумали. Мужики, вот знали бы вы, как мне похуй на ваши байки, вы бы заплакали, вот серьезно. Это вот, я не знаю, в каком-нибудь Скайриме, наверное, интересно проходить сайд-квесты. Потому что ты не потеряешься, ты не забудешь основную сюжетку, у тебя есть маркеры, у тебя все равно всегда все под глазами. А тут ни хрена нет. Никто тебе не повторяет ничего второй раз. Ходишь, как котенок слепой носом во все тыкаешься. Авось повезет. Стримлеру тяжело без маркеров. Я поэтому, блядь, всех своих этих NPC-шников, с кем дела имела, записывала. Я вот сейчас думала, блядь, мне сейчас этих здешних мужиков записывать или нет? Потому что я никого и по именам, кроме Яна, не запомнила. И это... Вдруг опять какое-нибудь задание появится. А мне вот эти вот какие-то... Ой, а в чем тут прикол шахты? А что тут это? А что можно, что нельзя? Прям лиценчик и запоминаем имена. Да бля...
Реально вот зевать захотелось. Плюс чат, кто зевнул. Давно не сохранялись. Не знаю, для меня guilty pleasure тупо бегать и исследовать. Ну, в принципе, прикольно, да, я не спорю, но я, во-первых, ни хрена не запоминаю, где я уже была и куда ходила, потому что карта здесь просто, ну, вот я нажимаю на М, она не открывается. Я нажимаю на Tab и сосу Бибу. Вот, есть карта. Но она на М не нажимается. Ее через инвентарь смотреть надо. И то это путь к старой шахте. Это только вот этот кусочек. И тут ничего не понятно. Кроме вот этого вот места старой шахты. Да я тут, знаешь, Саня, уже сколько раз бегала вокруг да около. Я все равно ничего не понимаю, где тут что. Вот. Плюс непонятно, куда идти, потому что везде какие-то разные мобы. Либо слабоуровневые, либо высокоуровневые. И ты ни туда, ни сюда пройти не можешь. Понял, вопрос актуальный. Как покакать и не обосраться. Ага, да. Реально. Маша! О, Привет! Привет, Саня! Еще один Саня в чате. Вы там почкованием занимаетесь, да? Друг от друга отпочковываетесь? Ага, дисплей. А, у меня такого нету этого. Смайлика. Ну, я визуализировала его. Это вот такая рожа, только черная. Это черно-белая. Блять, что я делаю нахуй? Нихуя. Вот это я вообще. Сила мощь. Это пересматриваю. Боевой континент? Что это такое? Кино какое-то? Ух ты! Ебать, вот вы бы увидели эту... Как ее? Пещеру. Вот я ее сейчас, блядь, мне кажется, с чудом каким-то заметила. И вот так вот было какое-то задание тоже. Зайти в такую пещеру, которая за деревьями и за кустами. Я бы вот хуй ее нашла. Пока мне не сказали. Тут целая нихуя. Дуньхуа, как аниме, но китайское. О. Подожди, XDX. У меня есть этот смайлик? Или он просто в чате на экране не отображается? Давайте комаров попробуем кокнуть. Я их еще ни разу не убивала. Ну и чё? Блядь! Ах ты, сука! Ну ладно, у меня получилось его кокнуть. Я еще не за компичем, так что хз на мобиле 7TV нема. О, кстати, на мобиле можно Фрости скачать, и там 7TV смайлы можно использовать. Что это? Крылья шершня. Ну а хули? Блять, 2 гондона.
Блять, блять, блять. Блять, и я следом. Кица ушла. Будь здорова. Чё так громко чихнула? Еще раз будь здорова. О, блять, второй согрелся. Гандоны. О! Блять. Ну, сука, летите уже. Хуйню свою. Сила мощь. А у тебя труло. Шо-шо-шо? Или просто музыку бы? А, типа фоном, чтобы пела? Блять, я аж слюной капнула на стол. Я могу включить. Такая пойдет? А, заказывать? За донат есть, а этот именно как какая-то команда или награда, такого нету. Я хз, как это реализовывать. Так, ну мы растем, сила, мощь. Я, кстати, прокачала же силу. И я могу носить вот этот вот клинок. И он чуть-чуть больше дамажит, видимо. Так, а вам чё, игру слышно? Или музыка громче орёт, или чё? Чё погромче сделать, чё потише? Я тут по эквалайзеру чуть-чуть понимаю, что игра тихо играет. Но вам нужно, чтобы она орала или нет? Нихуя я на пень забралась. А вот в Скайриме так нельзя. Так, а куда я шла? Ага, вот так вот можно и пройти. Я вообще где? А, меня нет на карте, все. А, нет, есть. Нормально все по звуку, отлично. Если что, сейчас многие Трулу юзают, она может и видео, и аудио воспроизвести. Ну, в принципе, типа, я могу... это... Как это сказать? Если напишешь название какой-нибудь песни, я могу ее включить в маленьком окошке сбоку сама. С клипом. Чтоб не заказывать. Но, конечно, было бы идеальнее заказывать. Я же с этого чуть-чуть имею деньгу. Вот. Но это уже как получится. Клянчить с вас я не хочу. Такое впечатление, что я тут уже где-то ходила. Блядь, там гондончики. Попробуем? Давай, один, иди сюда. На нахуй! Сюда, блядь. Резня! Ого, вивк. Бля, я устала, что у меня эти выпадывают. Короче, все. Стрим в наушниках отменяется. Я устала.
Ща я перевключу звук. О! Все, я наконец-то слышу. Уф. Уши устали даже, если честно. Сундук. А тут не будет как в Рфабе? Открываешь сундук и... Блять, ни разу не угадала. Ладно. Ух ты! 46 рут! Нифига я. Хотела спросить, будет ли тут как в Рфабе, открываешь сундук, и к тебе прибегают бандиты новые. Окуп, да в натуре. Бля, у меня еще и уши устали от этого ободка. Ну как я вам? Пиздец. О! Я тут тоже была. О! Ку-ку! Ку-ку! Чисто завсегдатай шахты на стримере. Сюда! Пошла вода. Ух ты! Нифига себя. Ноль. Раз уж на то пошло. Шо? На каком... Раз... Спасибо. Что это такое интересное? А звук есть, нет? Почему я не слышу? Да? А где? Я его не слышу. О! Все. Сунь хунь в чай. Сунь хунь вынь. А теперь не слышно? Пизда. А у меня слышно. Ща. А сейчас? Маша, зачем ты намасянила? Во. Я там с дорожками намасянила когда-то и так и не поняла, что там к чему. Это то, что ты там сейчас смотришь? Это китайское аниме. Кошка, кыш! Кыш! Ну-ка, брысь! Брысь, я говорю.
Блять, опять в коробку с письками залезть хотела. Ку-ку. Как оно в плане песенки или чего-то еще? Песенка неплохая, интересная. Я куда-то пришла. Ай-яй-яй! Пизда. We've got only one chance. И мы победили. Чё ты у меня чихаешь, подружка? Пакет какой-то шебуршит, там все. Сафа! Ну, кыч! Сафа, кыч! Кыч, 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 кыч. На, иди. Ты у меня жопка. На. Лишь бы... Ай, блядь. Лишь бы в пакет какой-нибудь запиндюриться. Музыка закончилась, поэтому отпиздили. Ну, мне начинает нравиться то, что я не умираю от каждого пиздюля и могу убить врагов. Здрасте. Это еще кто? Что ты собираешься делать с оружием? Да подожди, я убивала этих. Ты быстро учишься. Крокозябрак. Ты кто такой? Кавалорн. А чё сюда-то камера? Чем ты занимаешься? Я охотник. Охочусь в основном на падальщиков. Я что-то в последнее время прям на китайское подсел. Я с этой культурой вообще, наоборот, почти не знакома. Кица, что ты там? Я вот сейчас тебя как возьму на ручки. Так. Где мне достать хороший лук? У меня? Я продаю лучшие луки во всем старом лагере. Нихуя себе. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Это зависит от того, что ты хочешь узнать. Так. Что у тебя там происходит? Что вот ты у меня тут делаешь? Что мяу? Так я как-то у Томики увидел, что он смотрит одно из тех, что я смотрела, и вот понеслась на перепросмотр. Ну что, мяу? Ай, ай, бля, уа. Когтями-то почему? Зачем? Бля. От пути вреден, уж я тебе титьку продаю. Блядь. Саня накаркал.
Ну, сейчас не титьку, сейчас это, между. А обычно она мне левую титьку, блядь, царапает постоянно. Отпираясь. Что продаешь? Покажи мне, что у тебя есть. Конник. Да, я даже знаю, у меня и тоже и кошка, и титька. Ну, как было в КРД, но немного проще. КРД? Это чё, клуб романтики какой-то? Сафа! От безобразница какая! Клинок Руси... Я не смотрела. Блядь, я сейчас ее... Я вот ее сейчас. Кыш оттуда, вот отсюда, кыш, говорю. Вот у тебя есть пакет. Вот он. Вот сидит тут в пакете. Что тебя не устраивает? Вот тут и сиди. Ай! Блядь. Козявка. Опа. Или это домашние? Да вроде не домашние. Ключ! Ебать, я вообще где? Как я сюда пришла? Я же тут... Пиздец. А чё за ключ? Я хочу открыть. Я что-то уже утомилась играть. Ничего не понятно. Я сюда заходила. Это же та башня, где мне потом пришли в конце и убили. Я открывала этот сундук. Тьфу. Ко мне пришел динозавр и за жопу куснул. Вот этот вот. Ой. Да. Ну и чё мы сейчас? Нам надо к Диего же? Или кому там, блядь? Да. Ну давайте посмотрим, что будет, если я к нему приду. Светлее. Давайте поговорим о чем-нибудь. Люди больше этого не случится. Так, пришли. Эй, ты! Люди всегда назревает. Давай поговорим о чем-нибудь. Я получил список от Яна. Это точно не моя проблема. Я сомневаюсь. Отлично. Ты хорошо начал, парень. Ура! Следить за тем, что говоришь. Вау!
Что говорят обо мне в лагере? Ну, я поговорил с несколькими людьми. И? Скотти сказал, что он хочет... Ну, это я Но ему смотрела. понравилось то, что Уистлер, Слай рассказал, Фингерс рассказал. В итоге, можно сказать, не так... И что? Были времена, все было совсем по-другому. Береги себя. И что? Новая запись в дневнике. Блять, этому надо было что-то сказать. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Скорее всего, времена, когда все Пока меня не впутали. Пока меня не впутали. Я больше не хочу в этом делать. Всегда и бывает. держись. Ты должен Лучше следить ни за на тем, что не что надеяться. говоришь. Назревает проблема. Ты не должен, Ты должен верить следить за тем, что говорил. Были времена, когда все было совсем по-другому. Ну и все. И опять непонятно, что надо делать. Господи, Кошка. Все, я устала. Я утомилась ничего не понимать. А ты же также Discord используешь? Ну, он у меня сейчас заходит, но в войсах я сидеть не могу. Вот. Тяжело. Да блин, реально? Я вообще не понимаю, куда мне сейчас идти, и даже задания никакого нет опять. Тяжело, Так ну, тяжело. типа, я вот выполнила какие-то задания, ну и что? Выполнила, и что теперь? И зачем мне это надо? Вот. Надо вступить в старый лагерь, а никакого действия теперь нет. Непонятно. Еще и никого из этих, из подсказчиков на стриме нет, чтобы что-то спросить у кого-то. Сидеть в интернете, гуглить тоже какое-то неинтересное. Так вот, знаете, типа спросить, а мне туда или вот туда, или что надо? И мне так, типа, чуть-чуть скажут, я такая, ага, это уже интереснее, чем смотреть этот... Я забыла, что хотела сказать. Еще старый лагерь. Шо? Или нет, типа? Я вообще в RimWorld сейчас играю. Могу вам его запустить. Но я сейчас тогда офну этот стрим и сразу же включу другой, чтобы один... Ну, чтобы, короче, его поделить, чтобы чисто этот стрим был готикой. Вот. Сюда этих рисотяг. Вот. Что хотите? Потыкаемся чуть-чуть. Покажу вам. Так. Ну, тогда я сейчас прям вот офну и сейчас же запущу. Поэтому всем, кто смотрел эту запись, спасибо. Вот.